Это чувство потери невозвратной. Уже больше, чем 8 месяцев я не вижу своего внука. Теперь ребенок живет с ней. Да. За что она села-то все-таки? Вместе с подругой своей сбили мужчину. Она совершенно не участвовала в жизни ребенка. Она никогда им не В интересовалась. тюрьме находясь. Я когда освободилась, я в этот же день... Ну, вы чудовищно поступили. Да? Да. А как по отношению к ребенку поступает на сегодняшний день бабушка с дедушкой? Она биологическая мать. Но чисто психологически. Неизвестный ему человек. Откуда вы можете сделать такие выводы? И я тебя, моя рыбка. Где внук? Покажи мне внука. Мы видим Потапа, который не хочет к вам идти на руки. Нет. Когда Сами у вас... посмотрите туда. Вы замахнулись в присутствии ребенка, когда ребенок у нее был, на нее. Вот за 5 лет как они должны были к нему относиться? Она не украла ребенка. Украла. Что говорите? Для того, чтобы силы сравнять, вас приехала поддержать подруга Нина, да? Да, Нина, Давайте всё ее верно. позовем в студию. Добрый день. Стриптиз, драка, тюрьма, материнство. Как ты думаешь, вот эти 4 слова, что может объединить? Женщина. Да. Я угадал. Мгм. Хорошая программа. Сегодня в нашей студии Наталья Тополь из Приморского края. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Рассказывайте, что случилось? Ну, в моей жизни случилась такая ситуация, что уже больше, чем 8 месяцев я не вижу своего внука, которого мы с мужем и с отцом ребенка воспитывали с рождения. А сколько ребенку лет? 5 лет. Как зовут? Потап. Потап. Так, и что ж, как так получилось-то? Вы его воспитывали, тут 8 месяцев не видите. Что произошло-то? Можно с самого начала узнать? С самого начала ребенок родился у бывшей невестки. В этот момент она отбывала наказание за совершение особо тяжкого преступления. Мы ребенка забрали с родильного дома. Мы это кто? Отец ребенка, мой сын Владислав. А он с ней на тот момент в Еще официальных были в браке. отношениях? Да, были в браке. был? Мы приехали, получается, забрать ребенка с родильного дома. А нам сказали там, что а зачем вы приехали? Мама написала заявление о том, что ребенка отдать в дом малютки. Я говорю, а как же согласие отца? У нас нельзя ребенка отправить никуда без согласия Это же отца. есть отец и мать, Да. конечно. И поэтому мы, согласно Семейного кодекса, мы забираем ребенка, папа забирает ребенка с родильного дома. Мгм. А за что она села-то все-таки? Вместе с подругой своей сбили мужчину, мужчина инвалидность, получается. И сколько ей дали? 5,5 лет. В итоге вы забираете ребенка, то есть, ваш сын Да, забирает да. ребенка, и ребенок начинает жить с вами с рождения. С рождения, да. Мгм. А сын все это время с вами жил? 2 года до начала СВО он был с нами. Мы троем, четвером, А получается. он военный, как я понимаю? Да, он военный, Профессиональный? да. И сейчас он... Сейчас в зоне СВО. Мгм. Так, в итоге, видимо, ребенок у вас все-таки жил по какой-то доверенности от сына, да, чтобы вы могли представлять его интересы? Поначалу ребенок жил с нами, как бы с папой жил бы вместе, никакая доверенность не нужна была. Ну, я говорю, Да. когда папа уехал. А потом, когда папа уехал на СВО, я пошла в наши органы опеки и спросила, что мне делать. Мне сказали, давайте сделаем временную доверенность. Вот на основании этой временной доверенности вы как бы можете делать все. Ну, постоянно, в принципе, вам не нужна. А мама-то из мест заключения интересовалась, как сын живет? Ну, где-то до полугода она активно интересовалась ребенком. Спрашивала, как бы, я ничего не могу сказать. Я присылала ей фотографии, она звонила, как бы она договорилась на видеозвонке. Ну и даже когда она опять выходила на видеосвязь, она опять пыталась какие-то юридические вопросы решать. То есть это интересовало ее больше, Ее чем больше, ребенок? да. И я когда уже говорила, а ты про Потапа не хочешь что-нибудь узнать? Мгм. Она, хорошо. И всегда говорила, а как ребенок? Вот у нее ребенок, она не называет его по имени, она называет Ни его... сыном, ни Потап, никак. Ребенок, только ребенок, да. Мгм. Хорошо, так когда она ребенка-то забрала все-таки? Ребенка она забрала, получается, она пришла в детский сад, где был, куда ребенок ходил. Когда это случилось? Это она было- вышла 10 января. 22 июля. И с тех пор вы его не видите? Нет, Теперь ребенок живет с ней. да. Общаться и видеться вы с ним не можете. Не можем. Она не дает. Она не дает Категорически. Категорически. Она просто даже запрещает по телефону с ним разговаривать. Мгм. Она как-то объясняет это? Да, я не хочу, чтобы мой сын с вами общался, вы на него плохо влияете. Ага. Так, и чего вы действительно хотите сейчас? Я действительно хочу, чтобы было все, как было раньше, чтобы ребенок жил там, где ему хорошо. Но вы же А вы понимаете, считаете, это что невозможно. ребенку с мамой плохо?
Ребенок вот, получается, в судебное заседание адвокат Веры Александровны предоставил медицинские документы. Согласно этим медицинским документам, ребенок за 3 недели нахождения с мамой похудел на 5 килограммов. В итоге вы все-таки хотите, чтобы ребенок жил с вами? Я хочу, чтобы ребенок жил в семье отца. Смотрите, ну вот вы даже пост опубликовали, где, мне кажется, есть некий перекос, когда она забрала ребенка из детского сада. Вот Хорошо, это. в чем перекос? Объясните мне, В пожалуйста. том, что вы называете ее чужой женщиной, которая пришла и забрала Хорошо, я ребенка. не видела, кто забрал ребенка. Я это знала со слов, что женщина Подождите, пришла, вам представила документы, Не при- что мне она она не- мать. Нет, послушайте, этот пост вводит в заблуждение. Вы прекрасно знали, что ребенок у матери, и тем не менее Я не знала, она опубликовали тут- этот пост для того, Если чтобы... бы мама вышла бы со мной на связь, я пыталась с ней созвониться, я ей писала. Если бы она сказала, что да, конкретно я это сделала. А она вам даже не отвечала? Нет. Послушайте, Нет. вот что мы не уточнили. А как далеко вот сейчас ваша невестка от вас живет территориально? 350 километров. То есть она его не просто... Она увезла его Да. в другой город? Да. Ага. Теперь смотрите. А вы сказали, что она не дает вам видеться, видимо, из-за того, что у нее сейчас плохие отношения с вашим сыном, верно? Насколько я поняла, что она обижена на сына за то, что он с ней развелся, не стала ее ждать 5,5 лет. За то, что на меня, то, что я отказалась ей предоставлять справку, что она может проживать на нашей территории. Но с ее А слов... сын развелся, пока она была в тюрьме? Да. Смотрите, у меня еще один вопрос. Вот вы сейчас хотите, чтобы было как раньше. Но вы же не можете не понимать, что не будет как раньше. Для этого вам нужно лишить ее родительских прав. А оснований, как я понимаю, у вас нет. Вы знаете, у нас основанием лишения родительских прав является долг по алиментам. Зачем ее лишать родительских прав? В чем она плохая, что ее нужно лишать вообще родительских прав? Исковое заявление о лишении ее родительских прав возник не только из-за того, что у нее долг по алиментам, за то, что она совершенно не участвовала в жизни ребенка, она никогда им не В интересовалась. тюрьме находясь. Ну вот сейчас что вы хотите? Все-таки договориться как-то? Да, с ней? я сейчас хочу, чтобы ребенок знал и папу, и маму, и общался и с папой, и с мамой. И точно так же, как бабушка с дедушкой, со всех сторон. А почему для ребенка плохо жить с мамой? Ну вот видите, у нас как бы ребенка нету, мы не можем у него спросить, хорошо ему с мамой жить или плохо. Для этого у нас сейчас назначена судебно-психологическая экспертиза детско-родительских отношений. Послушайте, вот смотрите, я абсолютно понимаю сейчас ваши эмоции и чувства, потому что прожить 5 с лишним лет с ребенком и вдруг лишиться его в одночасье. Понимаю, как вы к нему прикипели, тем более вы нам рассказали, как вы жили. Давайте посмотрим вместе. В эту комнату заходить несложно. Ну, как будто выключили свет. Мир рухнул в один момент. Спортивный уголок его, на котором он занимается. А вот это они делали вместе со своим папой, с Владиславом. Это 2 их руки. Я не хотела к нему привязываться, честно. Я хотела быть всегда бабушкой. А мне пришлось стать мамой. Вот это игровая комната Потапа. Тут все его игрушки просто не разложены по... Автоматы отдельно, машинки отдельно, роботы отдельно. Разные конструктора, мозаики. Потап очень любит рыбок, кормит их, наблюдает за ними. Вот это Потапа поделки, которые он делал в детском садике. Скучать – это не то слово, а это совсем другое чувство. Это чувство потери, невозвратной. Я, можно сказать, не дышу, нет света, нету смысла жизни. Все. Смотрите, вы не можете с ней поговорить. Она согласилась приехать в студию. То есть какая-то возможность разговора у вас будет. Давайте Веру позовем и продолжим этот разговор, или начнем его, если хотите. Здравствуйте, студия. Очень много я наслушалась вот этого вот сказки вашей. Возьмите, пожалуйста, это Влада вещи. Они почему-то очень долго лежали у меня. А что это за вещи вы принесли? Это его икона, это его там... Еще Влад, когда мы это- совместно проживали, это мой бывший супруг, отец ребенка. А вот эти вещи мне не нужны, поэтому я их возвращаю матери. Скажите, пожалуйста, очень хочется услышать вашу версию. Вы освободились 10 января, а ребенка забрали 22 июля. А где были все это время? Я когда освободилась, я в этот же день
поехала в город Лесозаводск. В этот же день я позвонила Наталье Дмитриевне с просьбой о том, чтобы просто увидеться с ребенком. Просто с ним увидеться. Я не видела его. Я с ним не общалась. Мне постоянно как-то препятствовали в этом. Я не просто так со своей семьей подала исковое заявление об определении порядка общения с ребенком, потому что я не могла с ним общаться. Я отправляла ему рисунки, пока находилась в местах лишения свободы. Я писала им, я просила поздравлять. Я обращалась и за содействием к своему брату, который через мои социальные сети обращался к Наталье Дмитриевне от моего имени, чтобы она хоть какой-то ответ мне дала. Наталья, мы сейчас смотрим вашу переписку с Верой, и здесь вы в жесткой форме отказываете в общении. Ну вот объясните мне, вы матери пишете, более нам нечем общаться, письма буду относить в мусорку. Письма, мусорку, которую она пишет Владиславу. Я ничего не понимаю. Ну, вот это видите, мать, которая хочет общаться с ребенком. Вы ей отказываете в общении. Если бы я препятствовала общению матери с ребенком, если ребенок бы не знал о том, что у него есть мама, ее зовут, как она выглядит, он бы подошел к ней в детском саду, он бы с ней вышел за пределы детского сада. Хорошо, вы, когда приехали, вам не дали. Почему опять пропали-то на такой срок? Нет, я поехала в опеку города Лесозаводска, пообщалась с сотрудниками опеки, уточнила, как я в данном случае могу действовать, получила определенные рекомендации и уехала в город Хабаровск. Начала восстанавливаться социально, трудоустроилась на работу. Впоследствии я, к счастью, погасила судимость. Суд удовлетворил мое ходатайство. Получили все необходимые документы с колонии, то есть по всем запросам. На сегодняшний день судимость снята. Я работала, я проживала с родителями, и проживаю в настоящее время также со своими родителями совместно и с ребенком. Все. А 22 июля это был очередной процесс по инициативе, прошу прощения, Натальи Дмитриевны по поводу всех пений, взысканий по неустойкам по алиментам. В Лесозаводском районном суде в настоящее время приостановлено исковое заявление, поданное как бывшим моим супругом, так и Натальей Дмитриевной, об определении порядка места жительства ребенка и об изменении взыскания алиментов с меня. Я так понимаю, что развод состоялся, когда вы отбывали срок. А вы знали о том, что он с вами развелся? Знаете, нет. Я только получила, когда документы, меня вызвали в спецотдел для получения канцелярии. И когда я уже открыла письмо, я увидела, что назначено на 19 октября 2021 год, по-моему. Да, по-моему, 2021 год. Это было неожиданно. Это было, знаете, как серпом. Слушайте, давайте мы... Он говорил, что будет вас ждать, что ли? Вообще, знаете, перед тем, как меня взяли под стражу по вынесению приговора, мы с ним сидели тогда на кухне, разговаривали. Я ему говорила, что, скорее всего, будет срок. И я понимала всю эту ответственность. Я говорю, мы с тобой в браке находимся, ты молодой мужчина. Давай разведемся в таком случае. На что он категорически отмахивался, что ты говоришь. То есть он сказал, что будет вас ждать. Давайте да, так, мы справимся, мы вместе справимся, все это переживем. Давайте так, у нас сейчас на связи новая возлюбленная вашего бывшего мужа. Прекрасно, я за него очень рада. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия, Александр. Мария, а как вы вообще узнали об этой ситуации и что думаете? Узнала я, собственно, мы с первого дня знакомства с Владом прекрасно знали, что у нас у обоих есть дети. И, собственно, на детях мы и сошлись на переживаниях, в общем, по поводу того, что у меня есть возможность постоянно контактировать с детьми, а Влад переживает то, что он, находясь в зоне СВО, не может уделять должного внимания, потому что он буквально с роддома полностью ушел в него. Он не занимался ни устройством личной жизни, ничего. У него было две вещи. Он кадровый военный. Это служба и его сын. И единственное важное для него, вот я как человек, который сейчас находится с ним вместе, могу совершенно точно сказать, что все остальные люди в его жизни – это переменные, кроме его близкой семьи, в первую очередь сын. Все остальное для него не имеет никакого значения. 12 января он мне сказал об освобождении Веры. Собственно, никакой проблемы. Он вообще мне не говорил про нее. Ничего, никогда. И мне никакой проблемы не составило найти приговор, узнать
все подробности. А у него вообще были такие мысли, что когда она освободится, она заберет ребенка? Про Потапа мы говорили постоянно. И он очень этого боялся. Как вы видите вообще выход из сложившейся ситуации? Для начала начать давать отцу общаться с ребенком. А кто ему Он препятствует? общался за все время 5 раз, 1 раз по видеосвязи и 4 раза по аудиосвязи. Из этих 4 раз он ни разу не смог наедине пообщаться с ребенком, а Вера Александровна просто диктует ребенку ответы. Он вообще не общается с сыном. А кто ему Более не дает того, звонить? Почему он не звонит? Он каждый год приезжает на день рождения сына к себе. Так. Что было в этом году? Вера выкатила кучу условий, при которых она скажет, где празднуется день рождения сына. И в итоге спрятала ребенка на день рождения. 2 недели он по Хабаровску искал сына. 2 недели. И он Вера не смог его демонстративно увидеть? сделала все, что... Это правда? Да. Потому что он хочет его увезти в город Лесозаводск? Этого не было. Он вам Нет, по я, телефону об Потому этом что он, сказал. Нет, соответственно, я- начинает со мной конфликтовать и говорит, что ребенок будет жить теперь только с бабушкой, что и такая мать нам не нужна, и условия мне диктовать не надо. На что я ему Этого предлагаю? не было. Я говорю, Все Влад, аудиозаписи ты с можешь телефонов приехать есть. и увидеться один с ребенком, я ничего против абсолютно не имею. Но манипуляции твоей матери, они здесь не нужны. Конфликты и выяснение отношений нам тоже Этого не ничего нужны. не было во всех аудиозаписях, это слышно. Послушайте, я никогда не встану на вашу сторону. А я вас не прошу об этом. Но вы чудовищно поступили. Да? Да. А как по отношению к ребенку поступает на сегодняшний день бабушка с дедушкой? Я Мы об этом. напомню вам, Они вынуждены караулить, что чтобы эти два видеть чудовища, внука. бабушка и дедушка, Я им безмерно 5 лет благодарна. воспитывали вашего Понимаете? ребенка. Я очень им благодарна. И о чем я неоднократно говорила Наталье Дмитриевне. Я даже когда вернулась оттуда, я ей звонила, я ей писала о том, что я безмерно вам благодарна за этот вклад, за все, что вы сделали. Когда вы забирали его, вы даже не подумали, какую боль вы ему причиняете. Где вот ваше материнское чувство, вот где ваше сердце? Вы о чем думаете, когда забираете его? Я понимаю, да, мать должна быть. Вы биологическая мать, и не самая плохая, не самая потерянная, это точно. Но вы же все делаете неправильно, и когда вам умные люди говорят, как надо делать, вы же все равно сидите на своем, вы все равно уперлись вот на свое и не хотите ничего слышать. Я вам больше скажу. У нас общая уверенность, что если ребенок останется с Верой, мы Потапа ни бабушка с дедушкой, ни Влад, ни Ярик никогда не увидим. Это я в этом просто уверена. Она сделает все для того, чтобы Потап был где-то, но не с нами. Простите, но учитывая, что Наталья Дмитриевна воспитывала Потапа в течение 5 лет, она значимый взрослый. И в данный момент Потап себя чувствует кинутым, потому что неизвестный для него человек, я не буду использовать слово «чужой», она биологическая мать, но чисто психологически неизвестный ему человек берет ребенка, А вы, простите, увозит видите из сегодня, как он привычной, живет? Вера, Слушайте, но если вы молчите, говорите, что вы из не общались привычной с Потапом, среды. откуда вы можете сделать такие выводы? Я говорю о базовой психологии, возрастной по Выгодскому. Понятно. Давайте посмотрим на ребенка сейчас, а потом уже будем говорить, ладно? Мы с сыном проживаем совместно с моими родителями. У нас 3-комнатная квартира. Все, начинаем урок. Оно съедобное. Яблоко. Правильно. Давай, яблоко, буква Я. Я. Обычно мы с Потапом изучаем алфавит, играя в школу. Ты можешь сам рассказать буквы? У нас урок идет. Пожалуйста, не надо перебивать. Это моя комната. Вася, кис-кис-кис. Оп. Его ничего не подделывает. Ничего. У ребенка в настоящее время все есть. Спальное место свое, игрушки, одежда. Иди собирайся, пойдем гулять. С ребенком у нас налажен отличный контакт. Прекрасно с ним ладим, взаимодействуем. Я тебя люблю. И я тебя, моя рыбка. Потап очень активный ребенок. Посещает в настоящее время секцию бокса, ходит на плавание. По ходу знакомства с ребенком узнавала его предпочтения, то, что он любит, что он хочет. Очень полюбил он грибной суп. Раньше я вообще никогда не ел грибной суп. Потом я его попробовал и очень удивился его вкусом. Сейчас я ем пепперони. Вот это мы где с тобой были? Это мы на арене были. Это я на быке.
Это мы... Дома отдыхаем. Да. Смотрите, для ребенка всегда действительно есть очень важное понятие, как родительская фигура. Если мы сравниваем его восприятие мира, то мир — это равно его родительская фигура. И если в какой-то момент резко все меняется, да, вот ребеночек жил 5 лет у бабушки с дедушкой, и ни с того ни с сего его забирает мама, пусть биологическая, но на данный момент он не знает точно, что это его мама, да, ну просто для него чужой человек, то рушится весь мир. Это реальная психологическая травма. И сейчас, как мне кажется, всем 4 главным людям в его жизни нужно объединиться и составить некий, знаете, план действий того, чтобы его адаптировать к новой реальности. Потому что от того, что он говорит, что ему хорошо сейчас, это не факт, что ему на 100% хорошо. Против призыва объединиться ни один здравомыслящий наш зритель или эксперт возражать не будет. Но тут видите, какая ситуация. Тут Смотрите. накопившиеся личные обиды, где ребенок уже стал разменной монетой в отношениях взрослых. И это, к сожалению, не первый раз в этой студии. Давайте так, вернемся. Как вы познакомились с Владом? Расскажите нам. С Владом мы познакомились в баре, где я была хореографом, ставила танец девочкам. Какой танец, интересно, в баре? Спортивный танец на пилоне. Ну, то есть Это стриптиз. Стриптиз. Нет, это разные вещи. Хорошо, Хорошо. ладно. Познакомились, и как развивались отношения ваши? Он был тогда, по-моему, с командировки, очень такой уставший. Он рассказывал, как ему тяжело, что у него сейчас происходит. И на этом фоне мы начали общаться, обменялись телефонными номерами. Потом мы сходили с ним в кино, начали более как-то ближе общаться. Он вот приезжал ко мне, предлагал мне там сходить куда-то там в ресторан. То есть, ну, начал ухаживать. Вы сошлись с человеком, с мужчиной, Да. да? Вот у вас все хорошо. Вы еще даже не были беременны, когда... Или уже были беременны, когда совершили преступление? Нет, мы с ним... Он мне сделал предложение задолго до всего этого, приехав с одной из многочисленных командировок, которые я, собственно, приняла. А потом вот в 2018 году произошли те обстоятельства, которые произошли. У меня вечный синдром спасателя, знаете, я всегда хочу кому-то помочь. А там была ситуация, если коротко, то мужчина, который стал потерпевшим, да, в данном сюжете, избивал 2 детей и женщину. Кто обратился за помощью к вам? Бывшая несостоявшаяся свекровь. То есть ваш бывший молодой человек или его мама обратились Да. к вам за помощью, Да, что потому что есть мы поддерживали с ней очень есть хорошие некий взаимоотношения. субъект, который избивает детей и ее, правильно? Да. А как восприняли вот бывший свекр со свекровью? Первое время, как-то Влад сообщил своей маме, да, Наталье Дмитриевне, которая здесь сейчас находится в студии. Она со своей стороны как-то, поддерживала. Бесспорно, определенно, я ей за это благодарна, да. Наталью мы выслушали уже, но вот, скажем, Андрей Владимирович, ваш бывший свекр, он настроен гораздо более решительно, чем Наталья. Конечно. Он просто рвет и мечет. А вот почему он рвет и что он мечет, мы у него и спросим. Давайте позовем к нам Андрея Владимировича. Здравствуйте. Вы гораздо более категорично настроены, да? Да, я Почему? настроен гораздо категорично. Видео, которое вы сейчас видели по экране, которое вам показали, Потапа настроили, рассказали, что делать, как надо сделать, что говорить, как рассказывать. Он это выполнил. Потап сам по себе очень умный ребенок и общительный. Вот. Почему я пришел к этому выводу? Только лишь по одной простой причине. Я случайно встретился с ним на работе у Веры Александровны, где она пыталась спрятать его от меня в какой-то кондейке непонятной, с половыми тряпками, с швабрами совсем на свете. Когда я к ней подошел и спросил, говорю, где внук? Покажи мне внука. Она показала мне внука. Вот. Потап выскочил, прижался ко мне, заплакал. Я ему сказал, что сейчас поедем к тете, поиграемся туда-сюда. Вера сразу была вроде как бы и не против. Такая, да, я согласна, да, поедешь, только со мной. Но потом резко переменила мнение свое и сказала, нет, не все так хорошо, не все будет
так в твоей жизни, как ты этого хочешь, Потап. Вот вы сейчас рассказываете, а мы смотрим на картинки. Мы видим здесь совершенно другого человека. Мы видим Потапа, который не хочет к вам идти на руки. Нет, неправда. Мама заставляет идти. Неправда. Но посмотрите сами. Неправда. Когда Сами у вас... посмотрите туда. Вы замахнулись в присутствии ребенка, когда ребенок у нее был, на нее, рукой. Я не Вы замахивался. считаете это нормально? Я не замахивался. А что это А было? что это было? Что это было? Я поднял руку, стукнуть по столу. Мы здесь собрались с одной целью. Да. Разобраться. Понять, как вы сможете договориться, если сможете договориться. Но Вы судя пока по не этому видео, понимаете никак. того, что у него есть мать. Вы этого пока не осознали. Почему? Но Я она это есть, прекрасно вот она осознал. сидит. Я осознал, что у него есть мать. Я это знал. Прежде всего, я это знал. Мы прекрасно понимали, что выйдет Вера Александровна. Все равно так или иначе как-то надо общаться с ней. Нет, но вы Надо были готовы к разговаривать. тому, что она придет и заберет ребенка из Что детского украдет, сада? вот так нагло украдет ребенка. Да. Она не украла ребенка. Украла. Вы что говорите? Давайте так, слушайте, у вас жена юрист. Она украла. мать, не лишена Забрала. родительских прав. Незаконно. Она не может украсть значит ребенка по незаконно? Незаконно определению. забрала ребенка с детского Что сада. значит Давайте так. незаконно? А правда, что вы в дом малютки хотели передать Я только ребенка? хотела дать по этому поводу пояснение. А это, опять же, очередная ложь со стороны Натальи Дмитриевны. Есть... То есть заявлений таких нет, Абсолютно правильно? нет. Нигде зарегистрированных. Нет. А, Наталья, а есть это заявление где-то? Вот это заявление, как бы сейчас на данный момент у нас рассматривается дело об определении места жительства Нет. ребенка, и данное Нет, заявление... передачи ребенка после Я родов просто вам в объясняю, дом что у малютки меня этого есть заявления нет. документ? Я попросила, заявила ходатайство в суд о запросе информации с родильного дома, где находилась Вера Александровна. Как же вы тогда с такой уверенностью об этом говорите, ее обвиняя, если вы сами в глаза на сегодняшний момент этого У заявления меня не есть еще видели? уши. Мы передали вам сейчас информацию, которую передали нам. И сказали, если вы сейчас этого ребенка не заберете, Всё через ложь, полчаса полнейшая этот ребенок ложь. будет трястись в УАЗике за 100 Полнейшая. километров Вам правильно в дом сказали, малютки. что если вы, как родители, вторые родители, Так не они заберете этого забрали. ребенка, Забрали? вы Они забрали забрали. его. Конечно, Это все мы туда правильно. приехали. Они просто вам рассказали последствия, что если вы не заберете, что будет. До этого в априори Кто не вам могло быть. Секундочку. Кто вам сказал, что она Со написала? мной ребенок в роддоме 5 дней был, кормился грудью. Вы что, какие, куда, кто кого вести Вот сейчас вы меня собрался? перебиваете. Ну зачем вы Вот врете, вы Наталья меня перебиваете. Дмитриевна? Вот для того, чтобы доказать эту информацию или ее опровергнуть, я запросила, чтобы суд запросил информацию с родильного дома. Было это или нет? Заявления я не видела. У ребенка, как я понимаю, есть еще дедушка и бабушка, верно? Да. Которые почему-то в жизни ребенка в тот момент, когда он жил в семье отца, участия не принимали никакого. Потому что препятствовали общению. Никто не мешал общаться дедушке с бабушкой с их внуком. Мы привезли ребенка к ней в аптеку на работу. И чего? На работу. Она, ой, Потапчик, Потапчик. Никто не препятствовал. Приехали, ради бога, общайтесь. Они приехали как-то потом на день рождения. В любом случае, ваши родители сюда не добрались в эту зачем? студию, но Тихо, ваша мама дала нам интервью короткое. Давайте посмотрим. Ну, они чего хотят? Ребенка забрать, я так понимаю. Она почему-то вообще считает, что ребенок это ее. То, что ребенок называет ее мамой, и она не замечания, ничего. Как будто так и надо, как будто действительно она его мама. Вы знаете, у нас общение практически не происходило вообще никак. Мы не хотели с ними контактировать. Нам они не нравятся. Не в ребенке вообще дело. Ну да, мы всегда интересовались ребенком, его жизнью, но невозможно иногда было это делать, потому что она частенько блокировала просто-напросто. Вот. То же самое, как и Вера. Вера постоянно звонила при возможности, даже у нее, по-моему, распечатки есть. Она ей не давала вот с ним общаться, ну, наверное, потому что, чтобы он не знал маму. Все-таки она была уверена, что Вера придет и, ну, на этом там забьет или как-то еще, но она очень ошибалась. Вот, мать сидела. Да ну и что мать сидела? Что-то она своего мужа не лишала родительских прав, когда он отсидел за убийство, простите. А Вера, значит, отсидела, ну и что? А ее надо лишить. Вы знаете, если будет общаться отец, я только за. Но когда бабка с дедом лезут вот таким вот образом, я этого не хочу. Забирать у матери ребенка, ну это, а тем более бабушка родная. Не в оскорбление, но я считаю, это полный неадекват. Это сидит, рассуждает женщина, которая за 5 лет жизни своего внука никак в его жизни не Уважаемая поучаствовала. Неправда. А вы были судимы? Да, Отбывали срок? отбывал. За что?
за хищение. Ту информацию, которую ее мать распространила сейчас о вас, что Ложь. вы сидели, ложь. Ложь. Вы можете совершенно спокойно Совершенно спокойно я могу сказать. подать Это заявление ложь. на клевету. Я не сидел за убийство, никогда никого не убивал. Я еще раз говорю, можете ее 158 судить статья за Уголовного клевету. кодекса. Не надо мне ее судить. Да-да-да, Пусть как вы на меня жизнь, пошли ее жизнь подали. рассудит. Для того, чтобы силы сравнять, вас приехала поддержать подруга Нина, да? Да, Нина, Давайте всё ее верно. позовем в студию. Всем доброго дня, дорогие ведущие, Здравствуйте, дорогие здравствуйте. зрители. Я с миром сюда, и поддержать мир, в первую очередь, наша задача сегодня непростая. В том, что матрица сломалась, уже по-прошлому не сможем жить, а по-новому еще не умеем. И драка и война, она ни к чему не приведет. Нужно научиться, как взрослым людям договориться. Вы понимаете, что это касается и вашей подруги тоже? Я понимаю. Какое-то время Вера с ребенком жила у вас, верно? Да. Вы же наблюдали, как складываются их отношения. Вот тут есть опасения, что у ребенка есть психологическая травма, а Вера просто не видит ее или не хочет видеть. Я наблюдала хорошие взаимоотношения матери и сына. Он очень общительный мальчишка, очень развитый мальчишка. Они читали, они играли Благодаря вместе. кому он развит? Конечно, вам. Безусловно, вам. Безусловно. Нина, у вас есть рецепт, как им Да. помириться и поделить Потапа? Или нет такого рецепта? Ну, в первую очередь, нужно немножко притушить свои эмоции. Кому? Обеим сторонам. Перестать быть эгоистичными и подумать о том, что Кому? реально мы можем сделать. Кому? Две стороны есть. Ага. И Вере, То есть ваша и подруга бабушке. тоже ведет себя эмоционально и эгоистично. Вы Эмоции это признаете? есть. Ну, садимся и переговариваем, договариваемся. Давайте решим это все таким методом. То есть Да. есть мать, по закону ей принадлежит право. Послушайте, но есть еще и отец. Есть отец. у Есть него- отец. У матери так. еще Подождите, я почему И у сказал, матери что есть обязанность. отец? А где этот Так, отец? Стоп, сейчас. Отец на СВО. Мы ему позвонили. Мы с ним поговорили. Давайте услышим его позицию. Мы с ней прожили достаточно продолжительный срок. Были постоянные скандалы, ругания. Когда я узнал, что у меня родился сын, я забрал сына с роддома, и то там та сторона была против. Сказала, если ты мне сейчас не отдашь ребенка, я сделаю все, чтобы решить родительских прав, и ты больше его никогда не увидишь. Забрал ребенка себе, но я пеленок колол, кормил, менял ему подгузники, по ночам вставал. И в один прекрасный момент приезжает абсолютно незнакомая женщина с мест лишения свободы, у которой задолженность по алиментам, обманывает его и увозит. Не дает мне с ним связаться. Я не знаю, как мой сын, что с ним. Во всех инстанциях, куда бы я ни обращался, мне говорят, но она же мать, и никто не разбирается, какой бэкграунд у этой матери. Что ей мешало просто приезжать хотя бы раз в неделю. То есть никто не скрывал от Потапа то, что у него есть мама, то, что где она находится. Я прекрасно давал себе отчет, то, что рано или поздно она вернется. Но ребенка можно было к этому подготовить, чтобы у него не было психологической травмы. Нам приходится каждой службе доказывать ее неправоту. Я сделаю все для того, чтобы ребенка вернуть в свою семью. А это, кстати, его право. Вы что, про права подруги говорите? Ну, также и у нее есть равные права. Она Мать, уже есть, я ее не не выкинуть делю. никуда. Так же, Я как не отца делю. не выкинуть. Давайте договоримся, когда будет бабушка приезжать, в какое время будет приезжать, когда она может, она в другом городе живет. Они подали в суд уже. Я их поведение не оправдываю. 5 лет воспитывать ребенка просто с нуля. И просто у тебя забирают этого ребенка, и Моя все. мать И предлагала. диктуют тебе, будешь ты его видеть, не будешь. А ты не понимаешь, что просто за 5 лет, вот за 5 лет, как они должны были к нему относиться? Ты понимаешь вообще, что у них взяли? У них взяли и кожу сняли. Совершенно очевидно, что сейчас ни к какому разговору вы не готовы. Раз так, значит, надо будет действовать по закону. Закон тут достаточно однозначен. Мы, естественно, поскольку вы обращались в органы опеки с неоднократными заявлениями, мы поговорили с начальником отдела опеки и попечительства по городу Хабаровску, с Татьяной Панчиной. Вот что мы услышали.
Сидорова у нас на учете не состояла в органах опеки, поскольку до момента, когда к нам пришла информация о том, что она сейчас проживает на территории города Хабаровска со своим ребенком, которого она забрала из семьи бабушки, после возвращения из мест лишения свободы, информации об этой семье у нас не было. После того, как эта информация к нам поступила из Приморского края, специалист наш выехал в эту семью. Оснований для отобрания не было обнаружено. Повторно мы выезжали в эту семью тогда, когда бабушка обратилась. Коллегиально выезжали несколько раз. То есть сколько было обращений со стороны бабушки, столько раз и выезжали в эту семью. Оснований для принятия мер экстренных не обнаружено. Мама охотно идет на контакт, общается со специалистами центра, охотно принимает помощь специалистов в случае необходимости. А все ответы, которые мы направляли бабушке, она все получила. В настоящее время ведется судебный процесс по установлению порядка общения бабушки и папы с ребенком. Я вижу, что на первом месте у каждого из вас стоит ваше эго, не ребенок. И самое главное сейчас, нужно исходить из того, что полезно для вашего ребенка. Я не просто сказала о том, что нужно объединяться, потому что если мы сейчас не выровняем ситуацию, не оставим ребенка, например, с мамой. Мама дееспособная, адекватная, молодая женщина. Да, были ошибки, нужно ее простить. Но если мы сейчас это не сделаем, то представьте себе, какая будет деформация личностная, потому что во взрослом состоянии все равно, что если бы мы оторвали ему руку, уже никак ее не пришьешь. Никакая терапия не поможет. Будет очень сильная личностная деформация. Решайте сейчас сами. Это первое. Второе. Наталья, я очень сильно разделяю ваши чувства. Когда я видела вот этот сюжет с вашим Потапом, я тоже плакала вместе с вами. Я прекрасно вас понимаю. Но сейчас нужно уступить место матери и сказать ей о том, что окей, что здесь и сейчас мы можем сделать для нашего мальчика. Я вообще за всю передачу просто сижу и смотрю на толпу обиженок. То есть одни обижены тем, что у них, значит, мать ребенка уголовница, которая сдала ребенка, соответственно, они 5 лет, значит, стояли, его воспитывали и так далее. Вторая обижена, что ее на зоне все бросили, значит, ребенка у нее отобрали и так далее. Вы друг другу чужие люди. И были чужими еще на том моменте, когда вы, соответственно, вообще задумывались о совместном существовании, там, просто как общности. И вы до сих пор эту историю из себя исключить все здесь присутствующие не можете. Пока вы сейчас не осознаете, что единственным способом вообще сдвинуть этот камень с места является остановка ваших обид и вашей войны, вы ребенка угробите, как гробите все вместе сейчас. Потому что у него нет семьи, у него нет бабушек, мам, пап и кого-либо другого. У него есть просто время, в которое люди, которые его окружают, воюют и таскают его из одного боевого действия в другое. Остановитесь. Либо вы вылезаете из этой песочницы и договариваетесь, Надо вылезать и договариваться. либо вы до конца угробите Так ребенка. вы попробуйте это сделать. Я Вы готова даже... это сделать. Я готова. Слушайте, вам никто не мешает сейчас после программы. Я думаю, что Марина вам поможет. Можете помочь? Может, они первый раз при вас пообщаются спокойно. Хотите? Да, давайте. Давайте попробуем. Мы не против. Мы не против. Очень сильно не хватает ребенка. Я хочу забрать под опеку своего маленького внука. Сколько дочке было, когда она родила? 17 лет. А где она жила в 16 лет? То там, то сям. В каком состоянии был ребенок, когда приехали ПДН? Умытый. Он был грязный, холодный, мокрый весь, голодный. Потому что я работаю сутками. Папа, целуй маму. Где вот она, мама? Бабушку он знает, вас он не знает. Я бы его оставила в доме малютки. Тебе даже сейчас, в данный момент, я бы не отдала ребенка. Вот мама, натуральная мама, а ты нет. Я тебя поддерживаю. Возьмись за ум. А вы почему отказались взять опеку над Яриком? А потом его опять заберут. Потому что вы швырнули ребенка на кровать? Нет, я не швыряла его. Да вот сейчас будет сюрприз. В студию выйдет женщина, которая считает, что ребенка нельзя отдавать ни матери, ни бабке, ни при каких обстоятельствах.